Всем привет, я Катя, и вы на канале Гудзик DIY. Домовой всегда считался стражем благополучия, а значит оберег домовенок, изготовленный своими руками, обеспечит семейству и дому процветание и спокойствие. Вариантов оформления может быть много, но всегда его изображают в виде лукавого старичка. Мне захотелось сделать его в виде керамического колокольчика. Но так как натуральная глина требует обжига, а бытовая духовка для этих целей не подходит, мы будем делать ее имитацию. На тонком картоне обвела небольшое блюдце. Теперь отрезаю часть круга и скручиваю конус. Вклеиваю проволоку для подвешивания, а на конце скрутила петельку для того, чтобы хорошо ее закрепить. Буду лепить из воздушного пластилина. Я снимала подробный обзор об этом материале, и ссылку на него оставлю в описании. Лучше бы подошел коричневый, смешанный с красным, но так как сейчас нет возможности его докупить, буду использовать цвета, которые у меня остались от набора. Всего понадобится приблизительно 2 целых пакетика. Так что если вы хотите, чтобы домовенок был однотонным, лучше сразу смешайте 2 цвета между собой. Вырезаю бороду полукругом и прорисовываю фактуру зубочисткой. Сверху приклеиваю усы, точно так же прорисовываю их зубочисткой. Я решила сделать нос вытянутым. Можно его сделать просто в виде небольшого шарика. Глаза делаю объемными, так они будут более выразительно смотреться. Приклеиваю по 2 кружка и придавливаю центр зубочисткой. Верхушку головы делаю плоской, чтобы шляпа плотнее прилегала. Прическу делаю из небольших прядей, торчащих в разные стороны. Можно сделать ее по тому же принципу, что и бороду. Приклеить сначала кусочек пластилина и прорисовать пряди зубочисткой. Но мне кажется, так прическа будет смотреться аккуратней, а ведь домовой должен быть немного лохматым. Делаю небольшую шляпу и плотно прижимаю ее к голове. А пока пластилин немного подсыхает, сделаю лапти. Раскатываю небольшие овалы и прочерчиваю линии, имитирующие плетение. Пластилин уже немного подсох, и теперь можно приклеить брови и ушки. Теперь сделаю руки. Приклеиваю пластилин к конусу, чтобы получился нужный изгиб. Добавляю ленточку на шляпу и еще хочу украсить ее листочками. Можно нарисовать прожилки листа зубочисткой на небольшом кусочке пластилина. А я возьму пластиковую корзинку и использую ее в качестве текстурного коврика. Придавливаю листья небольшой ягодкой, так они будут держаться более надежно. На этой же корзинке отпечатываю зубчатый рельеф и оставляю пластилин немного подсохнуть, чтобы легче его было снять, не повредив. Ну и как же домовой без талисмана, приносящего удачу? Я взяла формочку буквы S из детского набора для лепки. Она напоминает по форму подкову и как раз нужного мне размера. Снимаю подсохший пластилин, подравниваю края и оставляю еще немного подсохнуть, теперь рельефной стороной вверх. Стык между головой и картонным конусом закрываю воротником. Приклеиваю полоску на клей ПВА посередине и по нижнему краю колокольчика. Вместо пластилиновой полоски можно взять любую рельефную ленту, например, репсовую или кружевную.
Приклеиваю полоску на клей ПВА посередине и по нижнему краю колокольчика. После того, как подкова высохла, ее тоже приклеиваю и загибаю, плотно прижимая к конусу. Теперь приклеиваю и руки на свои места. Сначала я хотела лапти повесить просто на веревочке, но потом решила все-таки сделать ножки длинными. Пальто решила сделать двух оттенков зеленого, но этого, к сожалению, не будет видно после тонировки. Так что, если хотите оставить какую-то часть более яркой, просто не тонируйте ее. С внутренней стороны украсила низ колокольчика такими же кружочками. А теперь приступаем к тонировке. Таким способом часто окрашивают изделия из соленого теста. Тщательно прокрашиваю всю поверхность темным цветом. У меня это строительный колер терракотового цвета. Можно взять гуашь, но акриловая краска не подойдет, так как после высыхания вы не сможете смыть ее водой. И после того, как краска высохла, смываю ее с выпуклых частей влажной тканью. Я буду немного осветлять домовенку лицо. Для этого наношу полусухой кистью светло-бежевую краску. А бороду немного затонирую рыжим. И все зеленые элементы закрашиваю перламутровой салатовой краской, так как зеленый пластилин стал слишком темным после тонировки. Край проволоки украшаю двумя шариками. Можно отрезать лишнюю проволоку и скрутить вверху петельку, чтобы подвешивать колокольчик на нитку. Покрываю всю фигурку, кроме лица, глянцевым акриловым лаком. И осталось только приклеить ножки. Проколола их зубочисткой и вклеиваю проволоки с петельками на клей ПВА. Продеваю нитки, креплю их на петельку и вклеиваю вовнутрь. Надеюсь, вам понравился этот милый старичок и вы захотите украсить таким домовенком свой дом. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.